друзья, я надеюсь, что сейчас этот аппарат уже сфокусировался на мне, вы меня хорошо видите и слышите. Сегодня я снимаю видео без петлички. Петличка — это вот такая вот штука, микрофон, который цепляется к вам на одежду и находится в непосредственной близости от вас, и таким образом вас хорошо слышно, не слыша вот это вот эхо вокруг, которое создает стены, Но вы, возможно, тоже, у вас нет петлички, и вы подумаете, вот у меня нет петлички, и как же я теперь буду снимать? Снимаете все равно. Сегодня я снимаю это видео на достаточно бюджетный фотоаппарат, это беззеркалка, Panasonic Lumix FZ45, фотоаппарат, который снимает в HD качестве, но многие телефоны уже снимают Full HD, поэтому многие блогеры используют телефон. Достаточно крепления, штатив для фотоаппарата, и можно смело снимать свои блоги. И причем есть еще многие приложения, которые позволяют это видео редактировать у вас в телефоне. Но сегодня речь пойдет не об этом, сегодня речь пойдет о втором задании, которое нужно будет вам сделать обязательно. Кроме этого, я еще расскажу вам об одном помощнике, который позволит вам более качественно записывать ваш видеоблог. Итак, сегодня речь пойдет о топах. Дело в том, что сегодня, вообще в последнее время, топы наводнили YouTube, потому что это очень классный, интересный контент, который пользуется популярностью и собирает большое количество лайков, просмотров и подписчиков. Он поможет вам привлечь подписчиков на свой канал. Главное выбрать какую-то интересную тему и создать какой-то рейтинг, чарт. То есть это 1, 2, 3, 4, 5 место. Или, допустим, 5 причин смотреть мой блог, или 5 причин не смотреть мой блог, или 5 причин делать что-то, 5 причин не делать что-то. Это может быть десятка, пятерка, тройка. Но чаще всего в интернете встречается рейтинг 5-10 вот, каких-то единиц по очередности, самые крутые или не самые крутые. Попробуйте, это классная тема, она очень работает. Что вам нужно будет сделать? Вам нужно выбрать для начала 5 каких-то цифр, единиц, допустим, 5 причин смотреть мой блог, или 5 причин начать заводить аккаунт, завести аккаунт в YouTube, или же 5 причин начать заниматься спортом, или 5 причин вставать по утрам, или 5 причин не вставать по утрам. Да? Выбирайте какие-то 5 причин и их перечисляете. И наверняка у вас возникнет затруднение для того, чтобы перечислить 5 фактов каких-то, которые вы придумаете, вы не сможете их держать в голове. И вот об этом я хотел бы с вами поговорить. Вы берете телефон, обычный телефон на Android или на iOS, и устанавливаете туда приложение, которое называется DV Prompter. Выглядит это приложение, сейчас вам покажу как. Секундочку. Вот такой синий значочек, вот такой синий значочек. И вы просто открываете это приложение. Я вам сейчас покажу, как оно работает. Открываете это приложение. Вот так оно открывается. И после того, как оно загрузилось, вы можете вставить сюда любой текст. Я чаще всего пишу текст у себя, сам себе отправляю в сообщении ВКонтакте или в Фейсбуке, потом копирую этот текст и вставляю его, вот, допустим, плюс, название вставляю и вставляю в тело, в body. Сюда вставляю текст моего выпуска. Затем я просто нажимаю на заголовок, нажимаю Start Prompter, и, как вы видите, у меня пошла вот такая вот штука. То есть текст начинает медленно прокручиваться на экране, и таким образом вы можете его читать. Размещается этот телефон над объективом, вы знаете, вот нажимается кнопочка на фотоаппарате, вылезает вспышка. И вот я опираю телефон на эту вспышку, ставлю его как раз в это место и могу спокойно читать. Они не будут вызывать у вас тех же эмоций. Перед вами будут бегать огромные механизированные штуки. То ли динозавры, то ли трансформеры, то ли концепт АвтоВАЗа, созданного путем перемешивания чертежей автомобиля Нива и авианосца Адмирал Кузнецов. Вот такой текст у меня сейчас здесь написан. Но вы, наверное, обратили внимание, что если присмотреться, видно, что мой взгляд направлен немножечко выше
объектива. Чтобы этого не происходило, на телевидении используют зеркальные суфлеры. Эта штука называется суфлер. Здесь есть функция зеркального отражения текста. Если вы немножечко заморочитесь, вы можете или купить этот зеркальный суфлер, или сделать его своими руками. Он делается очень просто, практически из любой коробки из-под обуви. Достаточно фоторамку иметь и коробку из-под обуви, и вы сможете сделать себе такой зеркальный суфлер. Тогда ваше отражение будет, ваши изображения, буквы будут на отражении, которое находится под углом, вы будете смотреть практически в камеру. Но это не критично, поверьте мне. Не всегда ваш зритель сможет увидеть, что вы смотрите немножечко выше вашего экрана. Тем более, если вы, допустим, будете смотреть вот так, то практически этого не будет заметно. Если вот так же, то это будет видно. Или наоборот. Но неважно. Так вот, при помощи телесуфлера обязательно установите себе его на телефон. Он есть как для Android, так и для iPhone. Единственное, что на iPhone, если я его вот так остановил, то я могу пальцем прокручивать текст назад и вперед. Это очень удобно. Здесь же такой функции нет. Я почему-то этого сделать не могу. Приходится каждый раз, если вдруг вы ошиблись или не успеваете под скорость. Кстати, скорость регулируется, размер шрифта тоже регулируется. Приходится каждый раз перематывать назад. Но ничего страшного, в любом случае у вас есть помощник, который позволяет вам читать текст, огромное количество текста, практически не прерываясь. Этот навык вы можете в себе очень быстро развить, привыкните и будет очень просто. Итак, задание на сегодня: придумать 5 рейтинг из 5 пунктов или из 5 причин, почему это полезно, или почему это интересно, или почему стоит это делать, или почему это делать не стоит. Если мы, допустим, снимаем автомобильный блог, мы делаем рейтинг 5 самых небезопасных автомобилей, допустим, за $5000. И вот, пожалуйста, мы их перечисляем. Если мы делаем кулинарный блог, самые быстрые блюда мы можем перечислить, или самые полезные, или самые долгие блюда, или самые калорийные, 5 самых калорийных в мире блюд или продуктов, или самых полезных. Ну, понимаете, эта тема очень интересна, и если вы забиваете топ-5, да, в YouTube, то вы найдете огромное количество видео с подобными темами. Итак, пробуйте, сделайте это. Если вы не хотите работать на камеру сегодня, да, вот не хочется вам совершенно этого делать, то можете просто сделать слайд-шоу из 5 каких-то штук с описанием и просто начитать на диктофон звук, и потом это все дело смонтировать, если вы умеете монтировать. Самый простой вариант все-таки это одним дублем вот так взять и снять. Ну вот это вот, в принципе, второе задание. Пишите в комментариях, насколько вам удобно это делать, потому что сегодня я получаю комментарии, что вообще было бы классно с понедельника начать, потому что это дело не 3 минут, потому что нужно подготовиться, накраситься, намазаться, расфуфыриться, это особенно касается девушек, и тогда только выходить работать перед камерой. Нет, друзья мои, выходите прямо вот так, как есть, это будет гораздо интереснее, потому что наши студенты, наши ученики, выполняя домашние задания на камеру, делают это без всяких подготовок, включают камеру и начинают работать. Наша задача выработать эти навыки, а не сразу обращать на себя внимание огромной аудитории. Поверьте мне, сейчас внимание будет недостаточно большое. Так что не переживайте, все будет хорошо. В любом случае, любое видео вы сможете потом удалить. Главное, выкладывайте сначала эти видео у нас в группах. Или если не выкладываете эти видео, вы боитесь, допустим, выложить на всеобщее обозрение пока свои видео, просто присылайте их в личных сообщениях, я буду вам их комментировать, как вы справились с этим заданием. На сегодня все, завтра получите еще одно задание. С вами был Артем Пономаренко, увидимся завтра, пока.